Их спилили, они такие вот острые, вот ночью кто-то может упасть. Одно из самых бессмысленных благоустройств, которые я видел. И вот эти вот провода, они как торчали, так и торчат. И чтобы вскрыть все это говнище, они просто взяли и сверху сделали такой тонированный короб. Здесь зачем-то сделали вот этот вот непонятный идиотский забор. Ну что, я могу сказать, что 50% выжило. Похоже, все плиточное покрытие, которое есть вокруг стадиона, оно куда-то уплыло. Вообще мы сейчас идем к стадиону, и я хочу посмотреть, что стало вот с этим наследием чемпионата мира по футболу, что стало с этим замечательным благоустройством, которое сделали, что стало с самим стадионом. Сейчас до стадиона дойдем, но вот в этом месте была фан-зона, сейчас здесь просто какая-то парковка и непонятно что, ничего не происходит. Вот это вот был забор к чемпионату мира, который они здесь сделали. И вот эти вот закладные, куда крепились стойки забора, они их даже не убрали. То есть они стоят такие, кстати, очень острые. Их спилили, они такие вот острые вот по всему этому. То есть ночью кто-то может упасть, споткнуться, вообще всем пофиг. Мы это все бросили, и в таком состоянии все осталось. Гости уехали, можно уже не убираться. Это к приезду гостей нужно было город привести в порядок. А вот то, что вот целый год ржавеют здесь остатки от забора, это уже всем плевать. Этот парк, или что это, да, это одно из самых бессмысленных благоустройств, которые я видел. То есть кто-то может мне объяснить, как этот фонарь появился вот посреди дорожки? Как этот фонарь, почему он здесь, почему они так направлены. Здесь нет никакого смысла, как в нашей жизни. Может, так парк и называется? Парк жизни. Это какой-то... Я не понимаю, как это произошло. Ребят, кто из Калининграда, напишите мне, что это за недоразумение. Привет, ты идешь как директор этого парка. И как будто ты знаешь, почему этот фонарь стоит именно здесь. Я думаю, это просто бездарные люди работают здесь. То есть этому нет объяснения? Я думаю, такое нет. Бывает? Ну, а в Петербурге есть объяснение тому, как на канале Грибоедова сейчас поставили заборчики? Я понял. Окей. Ну, тут площадь — это один из объектов, которые делали к чемпионату мира по футболу. Делали его, по-моему, на деньги Сбербанка. И с точки зрения благоустройства это было относительно неплохо. Ну, то есть изначально проект был нормальный. Но много вопросов было по исполнению, в том числе и по качеству. Сейчас пойдем посмотрим, как эта площадь пережила зиму. Основные проблемы, которые были здесь год назад, это бетонное покрытие, которое они сделали. Оно, в принципе, нормальное, хорошее, но они накосячили с разуклонкой, и во многих местах образовывались лужи. Я думаю, вот уже в тех местах, где стояла вода, это бетонное покрытие должно было начать трескаться. Сейчас проверим. Также было много недоделок. На газонах торчали какие-то провода, элементы конструкции. Ливневая, там решетки ливневой канализации, они забивались мелкими камешками. Сейчас я их вообще не вижу, но мы сейчас пойдем посмотрим. Из того, что круто, и это выглядит круто до сих пор, это вот эти вот сосенки. 30 сосен высадили здесь, когда делали. То есть их здесь раньше не было. Здесь вообще хотели построить торговый центр, но тогда суд запретил торговый центр строить и сделали площадь, что очень круто. И очень круто, что высадили уже взрослые деревья, взрослые сосны. Такое редко вообще где в России встретишь, когда делают новое благоустройство и высаживают взрослые деревья. Если мне не изменяет память, вот здесь было только 2 лавочки, а теперь они ее почему-то разбирают. Они куда-то разбирают эту бетонную лавочку, непонятно зачем. Она была длинная, а сейчас, видимо, ее хотят разделить на несколько. Не знаю. Ну да, все вот эти вот провода, они как торчали, так и торчат. Здесь сделали такой вот барьерчик, по-моему, раньше его не было. Ну да, вот эти вот все решетки, которые были. Я говорю, что они будут забиваться камнями, вон она вся там камнями и забита, потому что они зачем-то сделали решетку ливневой канализации прямо на камнях, естественно, вся забивается. Вот это вот все как торчало, так и торчит. Ну что, вот все проблемы, которые были по качеству, они примерно все и остались. Я говорю, вот эти вот все провода, они как были, так и остались. Непонятно зачем. Ребят, можно вопросик? Зачем эти провода здесь нужны? Вы похожи на умных, ну подожди, ну вот твоя версия. Нормальное, интеллигентное лицо. Видно, что ты из хорошей семьи. Тебе должны были рассказать, зачем это. Зачем? Никто не знает. Зато мы загрузили ребят, и теперь они будут до вечера думать, зачем эти 2 провода нужны. Это велопешеходный тротуар, который тоже сделали к чемпионату, как несложно догадаться. Это осталась навигация с чемпионата. Тоже не очень понятно, зачем она нужна, планируют ли они ее удалять, нет. Ну как память такая. То есть там вот у нас фестиваль болельщиков, вокзал, там стадион. Вот
Вот здесь мы видим очень странный пример реконструкции обычной этой панельной девятиэтажечки советской. То есть они взяли фасад, так, ну, подштукатурили, подделали, да, поменяли всем пластиковые окна, чтобы все было так одинаково красиво. А потом начали думать, а что делать с балконами, потому что к тому времени, когда это все реконструировали, там уже каждый себе сделал балкон, кто-то застеклил, кто-то что-то надстроил, пристроил. И чтобы скрыть все это говнище, они просто взяли и сверху сделали такой тонированный короб из темного стекла. И издалека это все смотрится так стильненько, аккуратненько, но когда подходишь вблизи, ты видишь, что у людей просто такое двойное остекление. То есть то, что они сделали себе сами, у каждого раза куда решетки стоят на окнах даже. А сверху это все закрыли тонированным стеклом, чтобы не портили вид. Решение, если честно, странное, но поскольку все делалось в попыхах, чтобы как это, замести весь мусор под ковер, чтобы гости не увидели, вот другого ничего не придумали. И это набережная, которую тоже реконструировали к чемпионату мира по футболу. По ней болельщики в том числе шли к стадиону. К набережной основные претензии были в том, что они в попыхах забыли здесь сделать газон. И сейчас мы видим, что вместо нормальной газонной травы, которая могла бы здесь расти, просто растут обычные сорняки. И это черт знает что. Это не газон, это просто вот, что из само выросло, то оно здесь и растет. Но самое главное, они зачем-то закрыли воду. Самое ценное вообще, что может быть в городе, это вода и контакт с водой, спуск к воде. Они поставили забор, такой как на ранчо. То есть мы вот подходим вот так вот. Дальше мы видим нижний уровень набережной, по которому хочется гулять. И там отличная просто вон она, бетонная такая дорожка, прогулочная зона, но попасть туда нельзя, потому что здесь зачем-то сделали вот этот вот непонятный идиотский забор. Такой хлюпкий. Мне интересно, через сколько этот забор развалится. Ну, то есть он же вообще не держится. Он держится на соплях. Я думаю, очень скоро этот забор будет лежать вот где-то там. Ну и правильно. То есть от того, что его сломают и выломают, будет только лучше. Появится нормальный выход к воде. Так, а здесь все сломалось. Или нет? Не понятно, как она должна была работать, но, по-моему, сломалась. Из-за того, что они все делали в последний момент, они что-то накосячили с деревьями, и уже тогда, в прошлом году, многие деревья, которые они посадили, начали погибать. Вот мне сейчас, во-первых, интересно посмотреть, как деревья все-таки пережили зиму и сколько из них погибло. Во-вторых, вообще посмотрим, что стало с благоустройством, потому что делали его прямо совсем наспех, и я думаю, они там сильно накосячили. А здесь вот уже видны какие-то зоны с лавочками. Вот это все было сделано к чемпионату. Прямо так вот и хочется прийти под эстакадой, взять книжечку и почитать. Сесть на лавочку, такую красивую, вот, и любоваться эстакадой. Да, ну почек нигде нету, это все умершее. Видно, это все умершее, это все умершее. Здесь вот почки есть, это умерло полностью. То есть я, ну, каждая ломать не буду, но оно видно, оно полностью сухая. Ну что, я могу сказать, что 50% выжило. Я не знаю, на такой результат рассчитывали авторы этого шикарного благоустройства. Вообще вся эта территория очень странная. Стадион расположен на Октябрьском острове, и, собственно, вокруг пустота. Вокруг нету ничего. Если честно, непонятно, как всю эту территорию использовать, зачем она нужна такая и что здесь вообще можно сделать. То есть просто гигантское поле земли, которое заросло сорняками. Что бы сделал я? Допустим, у вас есть остров Октябрьский, допустим, построили стадион, и у вас здесь несколько гектаров земли, которые непонятно, что с ней делать. Я бы сделал здесь красивое поле пшеницы. Знаете, как смотрелось бы красиво, если такая вот, или рожь, золотая рожь вот здесь была бы. Знаете, вы идете, а здесь такие золотые поля, из которых растет эта вот космическая тарелка стадиона. Трактора ходят, ну и польза была бы. То есть можно было как-то землю использовать. А сейчас просто никому не нужный отвратительный пустырь. На самом деле, есть же очень крутые фотки на Манхэттене, когда тоже был пустырь около этого Всемирного торгового центра, башни-близнецы, которые потом рухнули. И есть куча классных фоток, где они на фоне такого пшеничного поля, такие вот две эти башни, небоскреб возвышается, смотрелось невероятно круто. Там тоже был пустырь, и они его просто засеяли, и получилось красиво. Здесь нет такой фантастического ничего нового, так иногда делают, по крайней мере, ну, был бы какой-то толк. А сейчас чего?
Вот с этими туйками тоже не задалось, но это было понятно еще в прошлом году, когда они все тяп-ляп делали, они реально вот через одну все сдохли. То есть, видите, вот это все сухая, они полностью высохшие, и вот там прямо через... Одна выжила, другая сдохла, одна выжила, другая сдохла, но, и, кстати, многих уже не хватает. Они, видимо, потихонечку начали удалять те, которые сдохли, и почему-то на их место не высаживают новые. То есть, что нужно сделать? У них подохло это, ладно, хрен с вами. Но здесь же должна, по идее, было сформироваться через какое-то время какая-то аллея, то есть они должны были подрасти и сформировать вот эту вот аллею. Но у них вот они сдохли, одна как-то почахла, другая как-то криво, и с ними никто ничего не делает. Смысл в том, что везде эти проплешины, они везде не разные, и когда они начнут подрастать, будет очень некрасиво смотреться, если сейчас эту проблему срочно не решить. Чтобы оценить качество укладки плитки или асфальта, нужно смотреть на примыкание люков. Люк — это жесткая конструкция, там стоит какая-то бетонная труба, в общем, он независим от самого покрытия. И когда просто покрытие начинает плавать, визуально это просто незаметно и может показаться, что все ровно и хорошо. Но если мы с вами подходим к люку, сразу становится понятно, что все пошло не в ту сторону. Все развалилось, бетонное вот это вот основание его подняло так сантиметров на 20, на 30. Ну вот люк этот выпрел. При этом это происходит он со всеми люками. Можно посмотреть сейчас другой люк. Опять же, на больших поверхностях, где этой плитки много, сразу незаметно, да. А вот когда мы подходим к люкам, сразу видно, да, что вот здесь вот что-то пошло не так. Ну и, конечно же, это все будет очень быстро разрушаться, потому что оно уже все волнами пошло, а дальше будет только хуже. Особенно вот еще одну зиму, и здесь придется вообще все переделывать и все перекладывать. Похоже, все плиточное покрытие, которое есть вокруг стадиона, оно куда-то уплыло. Это вот хорошо видно около каких-то жестких неподвижных конструкций. Вот, например, здесь видно, что-то выпирает. Тут какие-то... Вот под забором тоже хорошо видно. Вот везде, где забор, все пошло разваливаться. Здесь вообще все размыло. Это такой хороший пример, да? А что будет, если мы будем здесь воду лить прямо сюда? А вот что будет. То есть здесь как раз хорошо видно в том месте, где водосточная труба. Вместо того, чтобы ее увести сразу ливневую канализацию, которую они здесь не сделали. Да, то есть вот здесь на всей этой площади нету ни одной решетки, здесь вообще ливневки нету. Естественно, здесь нет никакой ни разуклонки, ни хрена не сделали, поэтому все это покрытие, оно просто плавает. Смотришь примыкание к фундаментам, да, то есть здесь был какой-то фундамент, это была вот жесткая конструкция, и вот здесь вот очень хорошо видно то, что вся плитка, она вот плюс-минус, да, вот здесь был тоже какой-то жесткий элемент, видно, да, вот 30-40 сантиметров, все вот это еще просто плавать, и это такое гигантское, такое волнистое теперь море. Повсюду провалы, вот везде около всех фундаментов это хорошо видно. И есть посмотреть туда, там просто пустота, то есть там все размыло, и скоро вся эта конструкция... Мне страшно подумать, что там под стадионом происходит, я надеюсь, там они как-то более ответственно к работе подошли. Забавно из-за того, что вся эта плитка, она просела, под воротами образовалась там зазор сантиметров 50-60, и теперь там можно спокойно даже взрослому человеку пролезть, и они теперь ставят дополнительные заграждения. Что стало с благоустройством? Поплыл? Поплыл капец. Что происходит? По кругу все парковки, все поплыло, да? все пошли вот эти вот разницы уровней и так далее. А что говорят? К сожалению. Кто авторы этого все, шедевра? Что, все разводят руками. Да? Да, говорят, что делать? Что поделаешь? То есть это, чтобы барахло придется выкидывать, это все снимать и выкидывать? Конечно, ну посмотри тут, что творится. Просто все поплыло. Там дальше еще веселее. Да? Да. Пошли посмотрим, где. Нужно пойти прогулять. Давай. Что это ж? Знаменитый, роскошный, желтый автомобиль, да. Слушай, ну смотри, насколько я знаю, вот сейчас вот эти стройки, вот ведется большая стройка, и с той стороны там большого начали огораживать. Это все, вот это все вокруг, все будет застраиваться. Ух, блин, а там же вот все, да, вот это вот, вся плитка была да, везде. вон оно, каждый вообще люк, все. возле каждого люка Да. все попроседало. Да. Вот. И, как они говорят, вот это все будет застраиваться. Тут останется несколько парковочек небольших возле стадиона, а это типа, Ну это все, вот это все поплыло, Да, все дорожки, о, да, кошмар. А что вы собрались здесь строить? культурный какой-то центр, естественно, с торгово-административными, со всеми делами. Сними вот это все, опять же, очень хорошо видно, дорога, тротуар, все выбило, все вот это бетонное основание накренилось, и весь тротуар абсолютно весь уже поплыл, начал разламываться. Ничего не осталось. Очередные деревья, которые все погибли, это тоже все сухое, полностью высохшие, вот ни одной почки. Ну да, даже по ней чувствуется. Они даже так шумят, как старые веники. Здесь вообще ни одного дерева не выжило. Ну вот это вот дерево, оно тоже полностью сухое. Оно полностью высохло, здесь ни почек, ничего нету.
Видно, да, что оно полностью, вот это полностью засохло, вот эти выжили. И там оно реально через одно. То есть даже взрослые деревья, они через одно все засохли. Он где-то здесь уже должен быть, да? Да, где-то вот. Вон он, я увижу. Нормально, нормально. Вон. Смотри глазами уже, Кир. Вон, видишь, над фонарем. Фу, пиздец, я пересрал с твоим дроном. Не, его уносит опять очень далеко. Ты главное это, опускай его вниз. Сейчас мы лучше из-за забора достанем. Главное, в воду. Все, опускай здесь. Вон он. Опускай. Мы спасли дрон. Вот этими руками, вот этими глазами, можно сказать, в сложнейших условиях. Ветер сильный и реально чуть не улетел дрон. Кирилл, он уже, все, он побледнел, он уже понял, что теперь 3 месяца он не будет есть, он остался без дрона, но каким-то чудом нам удалось восстановить связь, и несмотря на сильный ветер, мы его посадили, сейчас бежим к месту посадки. Главное, что дрон спасен, и Кир теперь порозовел, смотри, такой довольный. Смотри, как мало человеку нужно для счастья. Сначала подумать, что это что-то про... А потом, чтобы это не про... Ну, собственно, хорошо видно, во что превратилось все это благоустройство вокруг стадиона. Его, конечно, особо и не было, но то, что они сделали, уже сейчас все перекосилось, все поплыло, везде повсюду провалы, и это только одна зима прошла. Через год, через два это все придется выкинуть, перекладывать, обнести заборы, потому что пользоваться этим будет нельзя. Это, кстати, очень важный момент, потому что перед чемпионатом я тоже про это говорил, я много про это писал, на что мне все отвечали: да ладно, все нормально, ты паникуешь, ты вечно ищешь одно говно, все будет хорошо. В итоге потратили на эту хрень миллиарды рублей. Для того, чтобы у тебя приехали на пару недель болельщики, поплясали в калининградских барах, повеселились, отметили и уехали. Да, такой классный получился праздник, все такие были довольны. А что теперь со всем этим делать? И никого почему-то не волнует, что реально миллионы, миллиарды рублей они выкинуты на помойку. Они вот сейчас разрушаются, и с этим ты уже ничего не сделаешь. Никто об этом не думал, когда все это дело делалось, никто особо не беспокоится сейчас, потому что главное, уехали гости. Вот это, конечно, привычка все делать для гостей, а потом уже гори оно все синим пламенем, она, к сожалению, вот приводит к такому качеству работ. И мы завтра об этом с мэром поговорим, да, и скажут, что, ну, ребята, вы же видите, да, мы сейчас будем здесь строить торгово-развлекательный комплекс, жилые дома или еще что-то, чтобы это как-то вот скрыть все свои косяки. Вот все кусты здесь погибли, каждое второе дерево погибшее, плитка вся развалена. Вот если они все это дело делали, зачем там вообще нужно было делать? Можно было проложить какие-то тропинки, не знаю, насыпать какой-нибудь гравий, чтобы потом все уехали и это все сравнять, поставить палатки. В общем, грустно, все развалилось.